November Soul, у вас очень крутые акварели с обнаженками. Можете. И интересно про океан рассказали. Ну да, спасибо большое. Стараюсь. Наброски, конечно, это для меня какой-то прям акт восторга пластикой меняющихся форм. Само по себе женское тело в движении – это что-то невероятное. Какие-то еще вкладывать смыслы мне прям не очень-то и хочется. Ну, какие-то идеи возникают, конечно, реализую потихоньку. Но написать красоту женского тела – это самодостаточное вообще явление. Это живопись такая. И более того, мне интересно написать это как некий знак, как, если хотите, иероглиф какой-то. Вот знаете, как с пропусками, кисточками, такие вот волосатыми такими лохматыми кисточками пишут там японцы, китайцы, такое движение, и остается на бумаге или на холсте такие белые места, не прописанные. Я совершенно без понятия, что на иероглифах изображено, но сам факт вот этих пропусков, недописанности и привнесения это в акварель или там в темперу или в масло, в набросках вообще очень интересно. Меня прям завораживает. Каждый набросок – это целая жизнь, которая спрессована, находится решение тут же. Акварель или там вот любой материал подсказывает, как ты за ним идешь на самом деле, движешься и что-то получается. Хочу вас заразить этим набросками. И, кстати, у меня уроки в онлайн-школе есть по наброскам, по темперным, по рисунку. Там везде конструкция показывается, рассказывается, так что вы можете это посмотреть. Светлана Молчанова. А как вы делаете подвес для такого пирога? Ведь подрамник выступает сзади, и рама, соответственно, не прилегает к стене. Ну и что, пусть не прилегает, они тени отбрасывают. Вот висят, отбрасывают тени. Не все отбрасывают тени. У Сальвадора Дали Иисус Христос на картине «Тайная вечеря» найдено Сальвадором решение, что все апостолы отбрасывают тенюшки, а он нет. Я могу ошибаться, сейчас просто в памяти всплыло. Так вот, пирог, да? Как этот сам пирог подвесить? Ну, а что так пугает Светлана, что отступает от стены? Вот эта рама, картина. Ну, там пазы же есть, четверть называется у плотников. Четверть выбирается, еще одна четверть, и потом в ней вот эта пицца вставляется, значит, с холстом. Но есть подвесные системы различные. У меня без них, у меня просто шуруп в стену и туда прикреплен. Но я намереваюсь сделать по-человечески все скоро, лет через 5. Джордж F5. Постоянно мучает вопрос, насколько важно соблюдать последовательность при выполнении работы над картиной или этюдом. Надо записывать прям последовательность. А, Б, С, 1, 2, 3, А, 3А. Принципиально ли следовать алгоритму в исполнении? Это выбор мотива, точки зрения, поиски компоновки и композиции, сделать рисунок разметочный, предварительный, не хватает рук, раскрыть весь холст, писать от общего к частному и в конце концов обобщать, стремясь к целостности. Или это не важно, и можно какие-то этапы исключить, а то и вовсе игнорировать или вести работу как душе угодно. Например, при письме, натюрморте не выбирать интересную точку зрения, не компоновать один элемент тщательно до полного завершения, написать, к примеру, только чашку, а потом взяться за цветы и довести их до завершенности. То есть не работать по всему холсту сразу. Есть такие художники, которые делают рисунок и раскрашивают. Врубель даже говорил: о, рисунок сделан, теперь надо его радостно раскрасить. Так, то есть не работать по всему холсту сразу. Причем, не имея опыта работы от куска. В вашей школе какое внимание уделяется технологическому алгоритму ведения работы?
Или это не считается важным? И считается. Конечно, считается. Все считается. Ну, на живых классах мы вот эти все меню, все это, значит, прописываем. С чего начать. Даже есть такие курсы, где сначала там подготовительный рисунок, гризаль, потом, значит, подготовительный рисунок, композиция, перспектива, потом гризаль, чтобы с тоном разобраться, потом уже подготовительная живопись, например, маслом, потом творческая работа, нет, сначала основная работа, ну вот как бы вот по алгоритму, как надо, как видим, потом творческая работа, потом акварелью тоже сам. В общем, целых 9 там уроков, 10 набирается. Вы хотите вот это услышать, Жорж? Все нормально у нас в школе. Каждому человеку, каждому студенту, коллеге находится свой алгоритм решения той или иной задачи. Не припомню, чтобы были недовольные. Ну, как это все, развитие идет. По натюрморту есть отдельный такой урок, масштабный, по-моему, 2-часовой, на огромном количестве примеров, как компоновать, разбор композиции, как все это вот, выделка вся вот эта вот кружевная. Все это есть. Но вы же опытный человек, вы же не собираетесь учиться, вы же все умеете и знаете. Зачем вы спрашиваете? Хочется найти наверняка изъян? Найдете, если хочется. У каждого есть изъян, у каждого. Один человек недавно, год назад я его забанил, он тоже все время писал мне, чтобы я покаялся, что я веду народ не туда. Был такой, да. Но это не вы. Я вычислил. Вандеринг. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Вы используете в своем творчестве рабов? Нет, не использую. Так, этим словом творческая тусовочка назвала нанятых людей, которые выполняют работу, продвигая их творчество. Не буду писать их имена, да и не надо. Я и не спрашиваю. Но известно, чем более популярны те или иные знаменитости в кавычках, тем меньше у них времени на создание шедевров. Задаю вопрос, потому что у вас очень ограничен временный ресурс для создания произведений живописи. А куда торопиться? Я не тороплюсь. Сколько есть времени, отведенное нашим начальством, столько и работаю, и буду работать, пока бьется сердце. Вам не нужен работник, который будет выполнять работы, максимально приближенные к вашему творчеству. Ого, ничего себе. Да, и вы думаете, что это возможно, да? Что прям вот, и что интересно. Так, пример. Вы на мастер-классах в Италии до обеда пишете и учите своих подопечных. После обеда или вечерком пробежались по локациям с фотиком, отправили мне кучу фоточек и получаете свои работы, в которых вы поставили только пару мазков и подпись. Вы экономите ему времени, и ваше творчество примножается новыми холстами. Да куда их девать, эти холсты? Надо только строить ангар раменный. Не пренебрегайте таким предложением. У меня уйма времени. Также я профи по созданию картин, приближенных к оригиналу. Ну да, это хорошее дело приближаться. Но если новая работа пишется, как вы к какому оригиналу вы приблизитесь? Ну, фотку я прислал, да, вы написали. И вы думаете, у меня каждая работа – это какой-то взрыв новизны для меня. Я ищу новое решение. В любом случае оно будет неожиданным для меня. А как мне совместить неожиданности, которые нет, с вашей неожиданностью? На что вы будете равняться, когда по фоткам будете предлагать мне, значит, варианты? И вы уверены, что я сделаю только 2 мазка или все перепишу? Тогда зачем мне такой раб? Спасибо за предложение, но пока такое сотрудничество вот как-то оно не вырисовывается, не вытанцовывается. Олег Сизаненко. Чтобы любить Гурзуф и вообще юг, надо иметь особый склад характера. Мне нравится ваша работа и то, что делают крымские художники, но когда я смотрю на видео, не понимаю, как вы находите красоту в этом хаосе из улочек, домиков и кипарисов.
то ли дело север. Ширь, простор, бескрайняя тундра или тайга. Белые ночи, кстати, сегодня. Настоящие сугробы, они жалкие проплешины. Летом один ковер трав чего стоит. И не надо ничего выдумывать, стой и пиши, пока комары не заели. Гурзуф люблю. На севере не писал пока. А в Гурзуфе писал Коровин. Там красиво. Кстати, проведу классы скоро там. В августе один будет в Гурзуфе. И в сентябре в Ялте. Приезжайте. А осенью будет Италия, озеро Гарда в октябре. И очень многим понравился Рим, включая меня. Повторим это событие, будем писать в новых локациях. Информация о классах есть на сайте. Записывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь с друзьями моими видео, если они вам интересны. И не забывайте про Boosty. Это новый канал, который я развиваю. И каждый день я размещаю там какие-то видео о том, как я работаю. Всего хорошего. Пока, ребята.